Тибетские монахи часами сидят на снегу в одной тонкой одежде, погруженные в глубокую медитацию. Их тела не дрожат, дыхание ровное, а вокруг них начинает таять снег, будто они излучают тепло. Это не трюк и не магия, это древняя практика, известная как тумо. Практика тумо — это одна из древнейших техник медитации, которая позволяет монахам разогревать свое тело изнутри. В переводе с тибетского тумо означает «внутренний огонь», и это название как нельзя лучше описывает эффект, который она дает. Суть техники в контроле над дыханием и визуализации. Монах садится в определенную позу, делает глубокие вдохи и представляет, как внутри него разгорается теплое пламя. Постепенно этот огонь распространяется по всему телу, согревая каждую клетку. При этом дыхание становится особенным. Короткие, интенсивные вдохи через нос, задержка дыхания и долгий выдох. Этот метод вызывает реакцию организма, активизируя обмен веществ и заставляя тело вырабатывать тепло. Но можно ли доказать, что это действительно работает? Ученые пытались разобраться в этом феномене. В одном из экспериментов буддийских монахов попросили практиковать тумо в ледяных условиях, обернув их тела мокрыми простынями. Через некоторое время температура их кожи повысилась, а ткани начали испарять влагу. При этом внутренняя температура их тела оставалась стабильной, ни переохлаждения, ни стресса. Это говорит о том, что мозг человека действительно может контролировать терморегуляцию, если его правильно натренировать. Но монахи уверяют, что это только малая часть возможностей их практики. Они говорят, что тумо может не только согревать тело, но и пробуждать скрытые силы организма. Какие же еще способности таятся в умах тибетских монахов? Как фиксировали феномен? Западный мир долгое время относился к рассказам о тибетских монахах как к мифам и легендам. Однако в 20 веке интерес к этим феноменам значительно вырос, и ученые решили проверить, правда ли, что люди могут управлять температурой своего тела силой мысли. Один из самых известных экспериментов провел профессор Герберт Бенсон из Гарвардского университета. Он отправился в Гималаи и наблюдал за монахами, практикующими тумо. Исследователи зафиксировали повышение температуры на несколько градусов в пальцах рук и ног у монахов, а также заметили, что их тела активно испаряют влагу, несмотря на холод. Другие эксперименты показали, что монахи могут замедлять свое сердцебиение, снижать потребление кислорода и даже регулировать активность своего мозга. В ходе одного теста исследователи обнаружили, что во время медитации у монахов активируются участки мозга, отвечающие за ощущение тепла, даже если температура вокруг них не меняется. Но это только начало. Существует множество рассказов о монахах, способных ходить босиком по снегу на огромные расстояния, не оставляя следов, или сидеть в ледяной воде часами, не теряя сознания. Можно ли объяснить это с научной точки зрения? Сверхспособности или миф? Истории о тибетских монахах всегда окутаны тайнами. Кто-то говорит, что они умеют левитировать, кто-то утверждает, что видел, как они двигали предметы силой мысли. Есть даже легенды о монахах, способных становиться невидимыми. Документально зафиксированные способности — это увеличение температуры тела, контроль дыхания и замедление сердечного ритма. Однако существуют и менее изученные явления. Например, монахи утверждают, что могут видеть энергетические потоки вокруг людей и даже читать их мысли. Некоторые исследователи считают, что такие способности можно объяснить глубоким контролем над сознанием. Например, во время медитации мозг монаха входит в особое состояние, в котором он может воспринимать реальность иначе, чем обычные люди. Но как насчет левитации? Существуют рассказы о монахах, которые могли парить в воздухе, однако доказательств этому нет. Тем не менее, некоторые трюки тибетских йогинов действительно поражают воображение. Например, способность делать прыжки на невероятную высоту или передвигаться с такой скоростью, что они кажутся размытыми силуэтами. Это всего лишь тренировка или что-то большее. Монахи-долгожители. Помимо невероятных способностей тибетских монахов, есть еще одна загадка – их долголетие. Многие монахи живут более 100 лет, оставаясь при этом бодрыми и активными. Как им это удается? Исследования показывают, что ключ к их долголетию – это образ жизни. Они питаются очень скромно, в основном растительной пищей, пьют чистую горную воду и придерживаются строгого распорядка дня. Но самое главное – это их умение контролировать стресс. Медитация и духовные практики позволяют им сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях. Современная наука подтверждает, что стресс – одна из главных причин старения. А если его устранить, то организм начинает работать иначе, замедляя процессы старения. Но только ли дело в медитации или есть еще какие-то секреты их долголетия? Еда против старости. Что если секрет долголетия тибетских монахов кроется не только в их разуме, но и в их питании?
Эти люди живут дольше 100 лет, при этом оставаясь активными и здоровыми. Они не знают, что такое ожирение, болезни сердца или диабет. Их тело сохраняет подвижность, а разум — ясность до глубокой старости. Рацион тибетских монахов крайне прост. Они питаются в основном растительной пищей: рис, чечевица, овощи, фрукты, а также травяные чаи. Один из самых популярных напитков — чай с маслом яка. Эта жирная жидкость на первый взгляд кажется необычным выбором, но на самом деле она дает организму необходимую энергию, согревает в холодном климате и насыщает полезными веществами. Монахи также употребляют минимум соли и сахара, практически не едят мясо и полностью исключают обработанные продукты. Их питание можно назвать антистрессовым. Оно не перегружает организм, не вызывает скачков сахара в крови и помогает поддерживать баланс в теле. Но может ли только диета дать такой эффект? Конечно, нет. Важен и образ жизни. Монахи едят очень умеренно, никогда не переедают, а последний прием пищи у них проходит задолго до сна. Такое расписание позволяет организму работать без перегрузок и своевременно очищаться от токсинов. И все же, возможно, у них есть еще один ключевой секрет, связанный не только с едой, но и с дыханием. Дыхание вечной молодости. Научные исследования показали, что тибетские монахи дышат иначе, чем обычные люди. Их дыхание медленное, глубокое, осознанное. Во время медитации они могут снижать частоту вдохов до нескольких раз в минуту, а порой и вовсе задерживать дыхание на невероятно долгие периоды. Дело в том, что правильное дыхание — это не просто способ насыщения организма кислородом. Это ключ к замедлению старения. Когда человек дышит медленно и глубоко, его организм перестает испытывать стресс. Снижается уровень гормона кортизола, который ускоряет процессы старения. Более того, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, а мозг получает больше энергии. Есть даже особая техника, известная как тибетское полное дыхание. Она включает 3 этапа. Сначала наполняется воздухом нижняя часть легких, затем средняя, затем верхняя. Такой метод позволяет максимально эффективно использовать объем легких и помогает очищать организм от вредных веществ. Еще один удивительный факт: монахи могут задерживать дыхание на долгие минуты, замедляя пульс до предела. Это похоже на состояние сна, но при этом они остаются полностью осознанными. Возможно, именно поэтому их организм изнашивается гораздо медленнее, чем у обычных людей. Но почему же они почти не боятся времени? Может быть, дело не только в дыхании, а в их особом отношении ко времени? Время, которого нет. У тибетских монахов нет привычного для нас понятия времени. Они не следят за часами, не планируют свою жизнь по расписанию и не гонятся за дедлайнами. Их философия — полное принятие настоящего момента, без привязки к прошлому или будущему. Дело в том, что восприятие времени напрямую влияет на наше тело. В современном мире люди постоянно спешат, тревожатся о завтрашнем дне, переживают из-за ошибок прошлого. Это вызывает хронический стресс, который разрушает клетки, ускоряет старение и изнашивает организм. Монахи же живут по-другому. Они не думают о том, сколько им лет, не считают дни и не боятся старости. Для них возраст — это всего лишь число, не имеющее никакого значения. В их мире нет места страху перед будущим или сожалением о прошлом. Они просто существуют в гармонии с собой. Исследования показывают, что люди, которые живут в таком ритме, действительно стареют медленнее. Их мозг остается активным, а тело — здоровым. Кажется, что тибетские монахи открыли секрет вечной молодости, отказавшись от понятия старости. Но как же они достигают такого состояния ума? Может быть, ответ в их медитациях? Медитация как ключ. Практика медитации – это не просто способ расслабиться, а настоящая тренировка мозга. Ученые, изучавшие мозговую активность тибетских монахов, обнаружили, что во время медитации их мозг входит в особое состояние. Альфа и тета-ритмы становятся более выраженными, а активность участков, отвечающих за стресс, снижается. Медитация меняет восприятие реальности. Монахи могут управлять своим сознанием, избавляться от негативных эмоций, полностью расслабляться и даже изменять физиологические процессы в своем теле. Они способны замедлять сердечный ритм, регулировать кровяное давление и даже контролировать уровень боли. Медитация влияет на мозг на биологическом уровне. Исследования показывают, что у людей, которые регулярно медитируют, увеличивается объем серого вещества в областях, отвечающих за память, концентрацию и эмоциональное состояние. Это означает, что монахи не только лучше контролируют свое тело, но и дольше сохраняют ясный ум. Но что, если дело не только в медитации, а в целом в их подходе к жизни? Ведь они не просто медитируют, они живут по особым правилам. Жизнь без стресса. Один из главных секретов тибетских монахов – это их философия жизни. Они не переживают из-за проблем, не гонятся за богатством и не тратят энергию на бессмысленные конфликты. Их правило – полный внутренний покой.
Но как им это удается? Первое – это минимализм. У монахов практически нет личных вещей. Они не привязываются к материальным ценностям, потому что знают, чем меньше у тебя вещей, тем меньше у тебя тревог. Второе – принятие жизни такой, какая она есть. Они не сопротивляются неизбежному, не жалуются на судьбу, не переживают о будущем. Вместо этого они принимают все с благодарностью. Третье – дисциплина. Их день расписан четко и без хаоса. Рано утром – медитация, потом физическая работа, затем молитвы и обучение. Такой режим создает баланс, который помогает сохранять энергию и не отвлекаться на лишнее. Но, возможно, самое удивительное в их жизни – это годы полного молчания. Зачем они годами отказываются от слов? Может быть, главный секрет их силы? Одиночество и молчание. Некоторые тибетские монахи проводят годы, а иногда и десятилетия в полном молчании. Они уходят в уединенные кельи или высокогорные пещеры, отказываясь от общения с миром. Это кажется странным и даже пугающим. Как человек может выжить без разговоров и социальной жизни? Но для них молчание – это не наказание, а путь к внутреннему прозрению. В современном мире человек постоянно погружен в поток информации, его разум перегружен словами, мыслями, тревогами. Монахи же стремятся к полной тишине, потому что только в ней можно услышать самого себя. Исследования показывают, что длительное молчание меняет работу мозга. Оно помогает развить концентрацию, улучшает память, снижает уровень тревоги. В таком состоянии разум перестает метаться между хаотичными мыслями и входит в глубокую осознанность. Монахи считают, что молчание – это путь к истинному пониманию мира. Оно очищает разум, избавляет от ненужных эмоций и помогает найти гармонию с самим собой. Именно поэтому многие из них способны годами находиться в уединении, не испытывая потребности в разговорах. Энергия гор. Гималаи – это не просто величественные горы, а место с особой энергией, в которой тибетские монахи видят источник силы и гармонии. Они уверены, что воздух здесь чище, пространство чище, а сама природа помогает человеку обрести баланс. Высокогорье заставляет организм работать иначе. На высоте более 10 тысяч футов воздух разрежен, кислорода мало, и тело начинает адаптироваться. Улучшается кровообращение, активируются защитные механизмы, ускоряется клеточное обновление. Это создает эффект, похожий на омоложение. Кроме того, монахи верят, что горы обладают особой энергетикой. Многие из них живут в труднодоступных монастырях, где практически нет контакта с внешним миром. Там они проводят свои дни в медитации, считая, что именно это место помогает им достичь просветления. Современные ученые подтверждают, что жизнь в горах действительно благоприятно влияет на организм. Чистый воздух, низкий уровень загрязнения, естественная физическая активность – все это замедляет процессы старения и укрепляет здоровье. Возможно, именно поэтому тибетские монахи выглядят так молодо и живут так долго. Что говорит наука? Научные исследования феноменов тибетских монахов продолжаются десятилетиями. Многие из их способностей, которые раньше считались мистикой, получили научное объяснение. Практика тумо, позволяющая разогревать тело, объясняется контролем над вегетативной нервной системой. Монахи способны активировать симпатическую нервную систему, заставляя организм вырабатывать тепло и поддерживать стабильную температуру даже в экстремальных условиях. Медитация доказанно изменяет структуру мозга. Ученые обнаружили, что у долгосрочных практикующих увеличивается плотность серого вещества в областях, отвечающих за память, концентрацию и управление эмоциями. Это значит, что монахи действительно могут контролировать стресс и эмоции на уровне, недоступном обычному человеку. Кроме того, медитация и осознанное дыхание снижают уровень воспалительных процессов в организме, укрепляют иммунитет и даже влияют на генетику, замедляя процессы старения на клеточном уровне. Хотя телекинез и левитация пока остаются на уровне мифов, научные факты подтверждают одно: тибетские монахи действительно обладают способностями, которые выходят за рамки привычного понимания человеческих возможностей. Что скрывает монастырь? Буддийские монастыри в Гималаях хранят множество тайн. Древние рукописи, знания о теле и сознании, техники, которые передаются только избранным ученикам. Некоторые тексты содержат описание невероятных практик, от управления энергией до воздействия на физический мир. Говорят, что в самых закрытых монастырях хранятся древние трактаты, которые никогда не покидали стены храмов. Эти тексты содержат знания о скрытых возможностях человека, но доступны лишь тем, кто достиг определенного уровня осознания. Многие ученые, исследовавшие тибетскую культуру, уверены, что в этих монастырях действительно хранятся уникальные знания. Но монахи не торопятся делиться ими с внешним миром. Они считают, что неподготовленный человек может использовать их не во благо. Так возможен ли доступ к этим тайным знаниям? И можно ли обычному человеку хоть частично повторить практики тибетских монахов? Можно ли повторить? Тысячелетиями тибетские монахи тренируют свое тело и разум, достигая невероятных результатов. Но можно ли повторить их практики обычному человеку? На самом деле, да. Конечно, для этого не нужно уходить в монастырь и проводить десятилетия в медитации.
Но некоторые техники доступны каждому. Дыхательные упражнения, осознанность, контроль над стрессом, правильное питание и физическая активность. Практика глубокого дыхания помогает улучшить здоровье и продлить молодость. Медитация тренирует мозг и снижает уровень стресса. Правильное питание и умеренность в еде поддерживают организм в здоровом состоянии. Конечно, никто не обещает, что обычный человек научится разогревать тело силой мысли или жить 100 лет. Но даже небольшие изменения в образе жизни могут дать удивительные результаты. Возможно, тибетские монахи — это не сверхлюди, а просто те, кто нашел правильный путь к гармонии тела и разума.